Лекция пройдет с переводом. Пожалуйста, поприветствуем Томаса. It's a great honor to be with you this evening. I only assumed that you are here because you did not know that it was going to be 2 hours, and until a few minutes ago, neither did I. Для меня большая честь здесь сегодня присутствовать, и я рад вас всех видеть. Предполагаю, что вы пришли только потому, что не знали, что лекция займет 2 часа. Ну, я сам только что об этом. I only have one thing to say this evening, but it's an important thing. It's something that has become a consuming idea for me, and I hope to persuade you of its importance. But even though it's only one thing, I have 20 different ways to say it. Я хочу сказать одну важную вещь, которая меня очень занимает и в которой я хочу убедить и вас. И хоть это и всего одна вещь, одна мысль, но я могу ее аргументировать 20 разными способами. Anyone who works with cutting-edge digital technologies recognizes that sometimes their edges cut very deep indeed. Teachers routinely warn their students away from Wikipedia, the online encyclopedia anyone can edit, because crowdsourcing is no guarantee of authority. Its potential for non-stop editing by anyone with a computer means that the Wikipedia entries on Vladivostok, World War II, or Mariah Carey may be perfectly reliable at breakfast, riddled with errors by midday, and restored to reliability once again by bedtime. So that Wikipedia's authority depends on what day you consult it, or even what time of the day. Всякий, кто работает с передовыми технологиями, цифровыми, знает, что порой у них бывают очень острые края. И часто преподаватели предупреждают своих студентов об опасностях использования Википедии, онлайн-энциклопедии, которую может редактировать каждый. И объясняют они это тем, что краудсорсинг ни в коем случае не гарантирует авторитетность издания. И тот факт, что Википедию может редактировать каждый, у кого есть компьютер, подразумевает, что статья, например, о Владивостоке, или о Второй мировой войне, или о Марайе Кэрри может быть надежной и правильной во время завтрака, к обеду она уже полна ошибок, а потом к вечеру она уже опять исправлена и абсолютно достоверна. И из этого следует, что авторитетность Википедии зависит от того, в какой день вы в нее заглянете или даже в какое время дня. Scholars and teachers who eye with dismay the demise of the print edition of the venerable Encyclopedia Britannica fear challenges to their own authority from upstart digital sources that may supplant print volumes instead of supplementing them. When I go to my own university library, the staff routinely thanks me for checking out items from the collection, as if I were the last bookman standing in a community of digital researchers. And I can't help fearing the day when thousands of libraries filled with billions of books will stand as empty as the pyramids, visited only by tourists who learned everything they need to know by consulting their Apple X phones. Преподаватели и научные сотрудники с тоской наблюдают за упадком и угасанием высокопочитаемой энциклопедии Британика, по крайней мере, в ее печатной версии. И они боятся, что их собственный авторитет будет поколеблен, и что поколеблют его вот эти новые появляющиеся цифровые ресурсы, которые не столько дополняют печатные издания, сколько их вытесняют. И когда я отправляюсь в свою собственную университетскую библиотеку, сотрудники библиотеки всегда меня благодарят за то, что я беру бумажные издания книг, так, словно я последний любитель печатной книги, который остался среди всех остальных исследователей, которые пользуются цифровыми ресурсами. И я очень боюсь того дня, когда библиотеки будут стоять пустыми, точно так же, как сейчас стоят пирамиды. И что посещать библиотеки будут только туристы, которые узнали о них, об этих пирамидах, все, что они хотели узнать, зайдя в интернет со своих айфонов 10, айфонов X. 20 years ago, Philip Kerr's novel The Grid imagined Abraham, the omnicompetent monitoring system for the U building in Los Angeles, having a fit of pique when software engineers disabled Isaac, the second-generation system Abraham had spawned, luring a team of architects, engineers, and police officers inside
by a false report of a suspicious death, Abraham sealed the doors and windows of the building and began killing off the investigators by pressurized air, electrocution, and poison gas. When I read the grid back in 1996, it seemed preposterously amusing. Now that I'm living increasingly amid the Internet of Things, I wonder if I'd find it either preposterous or amusing. 20 лет назад писатель Филипп Кер написал роман «Решетка», в котором он писал о всемогущей системе мониторинга, которая называлась «Авраам». Она была создана для здания Ю в Лос-Анджелесе. И эта самая система мониторинга, вдруг у нее случается припадок, когда разработчики программного обеспечения отключают другую систему, систему под названием ИСАК, систему второго поколения, которую породил Авраам. Он заманивает команду архитекторов, инженеров и полицейских внутрь этого здания, отправив ложный отчет об убийстве или сообщение. Когда он заманивает их внутрь, он запечатывает двери, запечатывает окна и начинает по одному их убивать, используя для этого воздух под давлением, электричество и отравленный газ. Когда сейчас я читаю этот роман «Решетка», который был написан в 1996 году, он уже не кажется мне таким забавным или таким интересным, или таким смешным, каким мне он казался тогда, когда я его впервые читал. Но теперь я и сам живу в мире, в котором так много присутствует технологий вроде интернет вещей. The colonization of the human experience by digital devices goes even further than our mechanical dependence on the Internet of Things. In his recent book, Owned, Property, Privacy, and the New Digital Serfdom, Joshua A.T. Fairfield notes that thieves succeeded in breaking into a gambling casino by hacking the software that regulated the temperature in its fish tank. And that the Roomba, the computerized vacuum cleaner, maps the houses of its users and sends the data back to iRobotics, its manufacturer, which reserves the right to make it available to its commercial partners. Observing that the contracts manufacturers of smartphones issue their purchasers typically license their purchasers as users, reserving ownership of the software to the manufacturers themselves, Fairfield concludes that if we don't have the right to control our own property, we don't really own it. We are just digital peasants, using the things that we have bought and paid for at the whim of our digital lord. Колонизация человеческой жизни и человеческого опыта цифровыми устройствами сводится не только к нашей механической зависимости от интернета вещей. В своей недавней книге, которая называется Property, Privacy and the New Digital Serfdom, что можно перевести как имущество, частность и новое цифровое рабство или новое цифровое крепостное право, Джошуа Фэрфилд замечает, что и описывает такой случай. Недавно грабителям удалось взломать казино, взломав программное обеспечение, которое регулирует температуру воды в аквариуме, где там живут рыбки в этом казино. И более того, компьютерные пылесосы-роботы, вроде Румбы, составляют карту домов, карту жилищ, где они используются, и отправляют эти данные в iRobotics, то есть к разработчику. А разработчик оставляет за собой право предоставлять эту информацию коммерческим торговым партнерам. Стоит также отметить, что разработчики программного обеспечения, например, на смартфонах, чаще всего в контрактах обозначают пользователя именно как пользователя. То есть у нас нет права на те программы, которыми мы пользуемся, они нам не принадлежат. И в своей книге Фэрфилд приходит к следующему заключению, что если мы не имеем возможности, не имеем права контролировать нашу собственность, то на самом деле мы ей не владеем. Мы всего лишь цифровые крестьяне, которые используют предметы, вещи, которые мы купили и за которые мы заплатили, но используем их согласно капризам нашего цифрового господина. Nor is this return to a high-tech version of the Middle Ages limited to specific devices like smartphones, vacuum cleaners, and fish tanks. Even some of the most passionate members of online communities have warned that using big data not only to describe, but to predict and ultimately to manipulate the behavior of consumers, employees, and citizens
risks replacing the will of human beings with the direction of machines, leading in apocalyptic scenarios like the premise of James Cameron's film Terminator 2, Judgment Day, or the Wachowskis' 3 Matrix movies, to the dawning of a cyborg age in which increasingly servile humans are helplessly dependent on increasingly sophisticated computers for even the simplest activities. Computers that may develop the self-consciousness to turn against them, subjugate them, and strand them in a world of digital illusion. Это возвращение в цифровое средневековье не ограничивается такими устройствами, как смартфоны, роботы-пылесосы или аквариумы. Даже самые яркие энтузиасты использования интернета предупреждают о том, что использование Big Data, больших данных, не только для описания, но еще и для предсказания покупательского поведения, в конечном счете для того, чтобы этим поведением манипулировать, чтобы манипулировать покупателями, сотрудниками, служащими и гражданами в их решениях, все это приводит к тому, что мы рискуем, что человеческая воля будет заменена простым управлением разными машинами, которое, в свою очередь, может привести к апокалиптическим сценариям, как те сценарии, которые мы видим в фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день» и в 3 частях «Матрицы» Вачовски. И что все это, в свою очередь, может привести к тому, что мы окажемся в эпохе киборгов, в которой люди становятся все более покорными, все более беспомощными, все больше зависят от компьютеров и программного обеспечения, которое становится все сложнее и запутаннее, и что компьютеры в конечном счете могут выработать самосознание и могут обратиться против людей, могут восстать против них, покорить их и загнать их в мир цифровых иллюзий. You may have heard stories of unthinking people who followed the GPS devices in their cars or cell phones the wrong way down one-way streets or through utterly inexpedient routes. A friend of mine, returning home, once drove 200 miles out of his way because his GPS assured him that it had found a shortcut, and he believed it. The deeper fear, however, is that human intelligence will be colonized not only by specific digital devices, but by big data, digital technology, and digital thinking as such. Наверняка вы слышали историю о том, как люди бездумно следовали за навигатором GPS и уезжали, например, не в ту сторону по улице с односторонним движением или заезжали в какую-то непроходимую глушь, только потому, что так им сказал навигатор. И у меня тоже есть такая история. Один мой друг однажды проехал лишние 200 миль совершенно не в ту сторону, просто потому, что ему такой маршрут построил навигатор. Но на самом деле самый глубинный страх здесь состоит в том, что человеческий интеллект будет колонизирован не только конкретными цифровыми устройствами, но вообще будет колонизирован большими данными Big Data, цифровыми технологиями и цифровым мышлением как таковым. Given these dire circumstances, you have to wonder which digital engine, which online resource or app or data point in the Internet of Things is the most dangerous. I'm here today, as Margaret has already told you, to talk about my own nominee for this honor, the human brain. Although most of us think of our own brains as offering a superior alternative to digital technologies for information processing and pride ourselves on our capacity for what we might call analog thinking, the human brain is wired digitally as well. Its most subtle and complex calculations depend on myriad individual synapses that either fire or not, giving us the ability, for example, to profess our love for each other, decide what we're going to eat for dinner, or perceive color, an apparently analog mode of perception that, as anyone familiar with the engineering of computers or television will tell you, can be stimulated and replicated by a combination of ones and zeros. Учитывая такие тревожные обстоятельства, вы наверняка задумались, какая цифровая машина, какой онлайн-ресурс или какое приложение в интернете вещей самое опасное. Я сегодня, как вам уже сказала Маргарита, хочу предложить своего собственного кандидата в этой номинации, а именно человеческий мозг. Мы все думаем, что человеческий мозг превосходит цифровые технологии, что он лучше умеет обрабатывать информацию, и мы гордимся тем, что мы называем аналоговым мышлением.
Однако, несмотря на это, человеческий мозг тоже имеет цифровую прошивку. Самые сложные, самые тонкие вычисления, которые мы производим в мозгу, зависят от миллионов, миллиардов отдельных нейронных связей, синапсов, которые либо устанавливаются, либо нет. И в силу того, происходит это или нет, мы либо можем, либо не можем признаваться друг другу в любви, или решать, что нам сегодня съесть на ужин, или, например, воспринимать цвет. Принято считать, что это, очевидно, аналоговое восприятие, но всякий, кто разбирается в компьютерных технологиях или, например, в телевизионных технологиях, знает, что восприятие цвета также может стимулироваться и воспроизводиться посредством различных сочетаний единиц и нулей. Given the number of dystopian, apocalyptic predictions about artificial intelligence, from the Matrix to They Live, you might think the human brain is a bulwark, a defense, or refuge from these cyber threats. But I'd suggest just the opposite. The brain is the most dangerous engine in the digital universe. That's not because it's in danger of being colonized by the digital circuitry of computers, it's because its operations already resemble the digital operations of computers in very specific ways. Учитывая огромное разнообразие антиутопий и апокалиптических предсказаний относительно того, как будет развиваться искусственный интеллект, можно вспомнить, например, фильм «Матрица». Вы могли бы подумать, что человеческий мозг — это такой островок спасения, это некое убежище от киберугрозы. Но я хочу высказать ровно противоположную гипотезу. На самом деле, именно человеческий мозг и представляет собой самую опасную машину в цифровой вселенной. И дело здесь не в том, что мы рискуем, что мозг будет колонизирован цифровыми технологиями или компьютерами. Нет, дело в том, что операции и работа мозга во многом напоминает цифровые технологии. If you've ever seen Stanley Kubrick's film 2001: A Space Odyssey, you probably remember HAL 9000, also known as HAL, the computer aboard the Discovery 1 spacecraft, often described as the most surprisingly human character in a generally chilly film. In the course of the day-to-day operations HAL was nominally in charge of, it reports the imminent failure of an antenna control device that seems to be working perfectly well. The two human astronauts awake aboard the ship, the other three have been cryogenically frozen from a long trip to Jupiter, talk about what to do about HAL's apparent error and decide on the advice of mission control that they'll keep an eye on HAL and disconnect him if necessary. They take care to have this conversation in an EVA pod, where HAL can't hear them, but he reads their lips and retaliates by marooning one of them outside the ship, where he dies, and turning off life support for the three frozen astronauts. The sole surviving astronaut saves himself only by disabling HAL, whose initially calm protests become increasingly poignant till he ends by singing "A Bicycle Built for Two," more and more slowly until his last functions are terminated. Если вы видели фильм Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001», вы наверняка помните персонаж, который называется HAL 9000 или HAL. Это компьютер, который установлен на корабле Discovery 1, который часто описывается как самый человечный персонаж в этом довольно холодном фильме. HAL управляет ежедневными разными операциями и работой корабля, и в какой-то момент он заявляет о том, что вскоре откажет устройство, контролирующее антенну на корабле, которое, как кажется, работает абсолютно хорошо и исправно. И когда два астронавта, два человека просыпаются на этом корабле, остальные трое подверглись криогенной заморозке, чтобы добраться до Юпитера. И они просыпаются вдвоем и обсуждают, что же делать с вот этой явной ошибкой, допущенной HAL. И посоветовавшись с станцией управления на Земле, они решают, что они будут присматривать и следить за компьютером, и в случае необходимости его отключают. Они ведут этот разговор в единственном месте на корабле, где HAL их не может слышать, но он все равно узнает, о чем они говорили, потому что читает по губам. И он по одному начинает их
выманивать из корабля в открытый космос. И там, собственно, они погибают. И тот двое из них, единственный выживший, спасается только благодаря тому, что успевает отключить эту машину, отключить компьютер Hell, который сначала протестовал довольно мирно, потом очень уже яростно и злобно, и в конце, когда у компьютера отказывают уже последние функции, он поет песню «A Bicycle Built for Two», песню «Велосипед для двоих». This episode, the most memorable in the film, is often discussed as an example of the porous frontier between human and artificial intelligence. But I suggest that HAL isn't important because of what it tells us about computers, but because of what it tells us about ourselves. I don't mean by this analogy to suggest that our brains are nothing but supercomputers. I assume you all know that that's not true for two excellent reasons. First, because despite their digital circuitry, our brains don't work exactly like computers. And second, because even if they did, they wouldn't be very super. Эта сцена, наверное, самая запоминающаяся сцена в фильме, часто служит примером дискуссии о том, насколько проницаема граница между человеческим интеллектом и искусственным. Я, впрочем, хочу предположить, что персонаж этот Хелл важен не столько потому, что он нам сообщает что-то важное о компьютерах. Нет, он значим потому, что он что-то важное говорит нам о самих себе. И эту аналогию я привожу не для того, чтобы сказать, что наш мозг — это суперкомпьютер. Я думаю, вам всем известно, что это не так по двум простым причинам. Во-первых, потому что, несмотря на сходство с цифровыми технологиями, наш мозг работает не совсем так, как компьютер, и даже если бы наш мозг работал как компьютер, никаким суперкомпьютером он бы не был. In their recent book, The Knowledge Illusion, Stephen Sloman and Philip Fernbaugh, reviewing recent estimates about the capacity of an individual human brain's memory, report that most cognitive scientists estimate its storage capacity at about 1 gigabyte. That's less than a tenth of the memory on my cell phone. Even though the human brain is wired digitally, it differs from computers because we don't just rely on a central processor that reads and writes to a memory to think. People rely on their bodies, on the world around them, and on other minds. There's just no way we could store in our heads all there is to know about our environment. Instead, Sloman and Fernbach contend, the human brain operates largely by using a sort of tunnel vision to focus on the particulars of an immediate situation, solving a math problem, remembering where you parked your car, translating the gist of a speaker's remarks from English to Russian, and literally ignoring the larger context, which they assume is stable and intelligible because experience has taught us that it generally is. В недавно вышедшей книге, которая называется «Иллюзия знания», Стивен Сломан и Филипп Фернбах пишут о том, что, согласно последним оценкам, объем памяти человеческого мозга, и в этом сходятся все нейрологи-когнитивисты, едва ли достигает 1 гигабайта. Это в 10 раз или больше, даже чем в 10 раз меньше, чем память моего мобильного телефона. И несмотря на то, что человеческий мозг обладает цифровой прошивкой, он отличается от компьютеров, потому что, здесь я привожу цитату, мы не пользуемся одним центральным процессором, который читает из уже записанной памяти или что-то в эту память записывает. Люди полагаются также на свое тело, на окружающий мир и на свой собственный разум. Мы бы не смогли сохранить в своей голове все, что мы знаем, и все, что нужно знать о той среде, которая нас окружает. Конец цитаты. Сломан и Фернбах утверждают, что человеческий мозг во многом работает за счет использования туннельного зрения. А именно, мы концентрируемся только на частных деталях непосредственной ситуации, которая происходит здесь и сейчас, например, когда мы решаем математическую задачу, когда мы вспоминаем, где припарковали свой автомобиль, или когда переводим высказывания оратора с английского на русский. И при этом мы буквально игнорируем или полностью не обращаем внимания на более широкий контекст. И этот контекст мы считаем стабильным, мы считаем, что он понятен,
И считаем мы так, потому что наш опыт научил нас так думать. Assuming that we can ignore most of the information in the world around us because we don't need to call on it, and it probably makes sense, allows the human brain to get along with a fraction of the memory of a cell phone. At the same time, giving ourselves permission to ignore most of what's happening in the world, unless it happens to bear on our immediate situation, is possible only because we outsource an enormous proportion of our ideas about the world to someone else. Teachers who help us learn what the world is like, reporters who bring us up to date on today's news, librarians who help us find information stored in our archives, designers of computers and bicycles and toilets who allow us to benefit from technologies we know how to use, even if we don't know how they work. И это простая мысль, это предпосылка о том, что мы можем не обращать внимания на большую часть окружающего нас мира, потому что в данный момент нам это не требуется, и потому что, в принципе, мы и так все понимаем. Именно это позволяет человеческому мозгу справляться с этой малым объемом памяти, который меньше 1/10 памяти мобильного телефона. И в то же время мы игнорируем окружающий контекст, и при этом мы передоверяем или, можно сказать, занимаемся аутсорсингом. То есть огромную часть наших идей об окружающем мире мы передоверяем кому-то другому. Мы доверяемся учителям, которые помогают нам изучать мир, мы доверяем журналистам и репортерам, которые вводят нас в курс текущих новостей, мы доверяем библиотекарям, которые для нас находят информацию, которая хранится в архивах, мы доверяем разработчикам компьютеров и инженерам, которые разрабатывают велосипеды, туалеты и позволяют нам пользоваться их знаниями, пользоваться теми технологиями, которыми мы можем использовать, даже не зная, как они на самом деле работают. Of course, most of us believe that we do know how toilets and bicycles and computers work, even though experiments show that most of us are wrong. Our knowledge of these technologies is superficial and incomplete, and our beliefs about our expertise inflated and self-deluding. This is what Sloman and Fernbach call the knowledge illusion. Each one of us thinks we know much more than we do because we prefer to overlook the remarkable proportion of ideas we routinely draw on, even though they come from outside our individual brains. Конечно, мы все считаем, что на самом деле мы-то знаем, как работает туалет, как работает велосипед или компьютер. Хотя эксперименты показывают, что на самом деле это не так. Наши знания относительно этих технологий поверхностны, они не полны, а наше представление о себе как об экспертах раздуто и представляет собой форму самообмана. Именно это Слоуман и Фернбах называют иллюзией знания. То есть каждый из нас считает, что знает больше, чем знает на самом деле. И все это потому, что мы предпочитаем не замечать тот факт, что большинство идей, на которые мы опираемся в своей повседневной жизни, на самом деле происходят откуда-то извне нашего мозга, откуда-то извне. This self-congratulatory habit of forgetting our dependence on other knowledge bases outside our brains has an ironic effect. The more convinced we are that we're independent thinkers, the more we act like computers. Like Hal, we're most apt to put our own interests ahead of those in the community when our individual survival is threatened. Like Hal, we often respond to disagreements with the assumption that we're thinking better than the others around us. Like Hal, we strongly resist changing our minds unless we feel we must. Это самодовольная привычка забывать тот факт, что многие наши знания на самом деле не наши, а происходят извне, имеет очень ироничные последствия. Чем более мы убеждены в том, что мы мыслим независимо, тем больше мы ведем себя как компьютеры. Точно так же, как Hell, как компьютер, мы очень часто склонны к тому, чтобы свои интересы ставить превыше интересов других членов нашего сообщества, в особенности, когда под угрозой оказывается наше выживание. Точно так же, как в Hell, мы часто реагируем на несогласие, думая, что мы-то знаем лучше, чем все остальные, лучше во всем разбираемся. И точно так же, как в Hell, мы крайне с большим нежеланием меняем свое мнение и делаем это только тогда, когда чувствуем, что это абсолютно необходимо.
The leading argument Sloman and Fernbach develop in the knowledge illusion is that each of our human brains is often inclined to think and act as if it's thinking and acting on its own, apart from any allies in the larger community. I agree with this argument and add that at the very moments when our brains are most likely to think themselves alone, they're most likely to fall back on digital thinking. That's because, as Sloman and Fernbach, building on the work of pioneering Russian psychologist Lev Vygotsky, argue, the mind is not in the brain. Rather, the brain is in the mind. Or to put it in Vygotsky's terms, it is not individual brain power that distinguishes human beings. It is that humans can learn through other people and culture, and that people collaborate. They engage with others in collective activities. Главная мысль в книге Сломана и Фернбаха «Иллюзия знания» состоит в том, что наш человеческий мозг часто склонен думать и действовать так, будто он думает и действует изолированно, самостоятельно, безо всякой помощи извне. Я с этой мыслью согласен и хотел бы добавить, что именно тогда, именно в те самые моменты, когда нашему мозгу кажется, что он действует самостоятельно и действует сам по себе, именно тогда мы чаще всего скатываемся в цифровое мышление. И причина тому следующая. В своей книге Сломан и Фернбах приводят аргументы, высказанные известным великим русским психологом Львом Выгодским, из которого я приведу сейчас две цитаты. Первая. Разум находится не в мозгу, скорее наоборот. Мозг находится в разуме. И вторая цитата следующая. Человека отличает не индивидуальные способности мозга. Человека отличает то, что люди могут учиться у других людей, могут учиться у других культур, и что люди могут сотрудничать друг с другом. Они вовлекаются в какие-то совместные действия и в какие-то коллективные виды деятельности. Our individual brains represent only one node in what the psychologist William James called the extended self, an elaborate network that constitutes our minds, a network that includes archives, databases, smartphones, mentors, friends, enemies, and the physical world. Whenever we think of thinking as an individual process that goes on inside our private brains, Sloman and Fernbach contend, we're kidding ourselves, denying the collective, communitarian, public nature of thinking as a process that connects our brains with other brains, other records of the thinking those brains have done, and other stimuli from the world around us to create something they call the hive mind. Иными словами, наш индивидуальный мозг представляет собой всего лишь один узел в сложной сети, которую сплетают наши разумы. Эта сеть включает в себя различные архивы, базы данных, смартфоны, преподавателей, учителей, врагов и внешний физический мир. И всякий раз, когда нам кажется, что мы мыслим как индивид, как отдельная личность, Сломан и Фернбах утверждают, что именно тогда, когда нам кажется, что мы мыслим сами по себе, мы себя обманываем, мы отрицаем коллективную, коммунитарную, общественную природу мышления как процесса, который объединяет наш мозг с мозгами других и также объединяет его с другими записями мыслительных процессов, которые мозг других людей уже совершал. И также отделяет нас, мы отрицаем другие стимулы, которые были получены нами извне и которые были получены извне другими. Все то, что вместе, как эти два автора называют, создает разум улья. As Sloman and Fernbach put it in their introduction, the human mind is not like a desktop computer designed to hold reams of information. The mind is a flexible problem solver that evolved to extract only the most useful information to guide decisions in new situations. As a consequence, individuals store very little detailed information about the world in their heads. In that sense, people are like bees and society a beehive. Our intelligence resides not in individual brains, but in the collective mind. Вот как они пишут в введении книги. Человеческий разум не похож на настольный компьютер, который разработан для того, чтобы хранить блоки информации. Разум является подвижным механизмом для решения проблем, который
в процессе эволюции научился извлекать лишь самую полезную информацию, которая помогает принимать решения в новых ситуациях. И, как следствие, отдельно взятые люди, индивиды хранят в своем мозгу лишь малый объем подробной информации об окружающем мире. В этом смысле люди похожи на пчел, а общество похоже на улей. Наш интеллект находится и живет не в мозгу каждого из нас, не в отдельном мозгу, а именно в коллективном разуме. I hope that the proposition that most of the thinking you're used to locating inside your brain actually involves a lot more interconnections doesn't make you feel uncomfortable. For me, as for Sloman and Fernbach, it's liberating to realize that the reason I can have any new ideas at all about the topics that matter to me is because I'm content to leave so much thinking about all the less interesting topics to someone else. Even if some of those topics are more important to the human race, they're less important to me. Or at least they're less important right this moment, in this room, when you and I have other business. And I find it reassuring to know that somebody else is worrying about them. For my whole adult life, I've accepted other people's assessment of me as a specialist because I'm an academic. And academics, like all the movie geeks played by Jeff Goldblum, know everything about their field of specialization and nothing about anything else. Я надеюсь, что вот это высказывание о том, что наше мышление во многом зависит от мышления других и от всего, что находится за пределами нашего индивидуального мозга, вас не выводит из себя и не заставляет чувствовать себя некомфортно. Потому что я, как и Сломан и Фернбах, нахожу довольно освобождающую и приятную ту мысль, что тот факт, что у меня могут вообще в принципе появляться какие-то новые идеи по тем темам, которые меня волнуют и которые меня интересуют, все это оказывается возможным исключительно благодаря тому, что мышление обо всех проблемах, которые меня не интересуют, я могу оставить для кого-то другого и кому-то еще передоверить. Даже если это такие важные для человечества вопросы, если они даже намного более важные, чем те, которые интересны мне, то, что находится вот здесь и сейчас, например, то, что происходит сейчас в данном помещении, меня, например, интересует намного больше. И я чувствую себя спокойно благодаря тому, что знаю, что обо всех этих других остальных вопросах беспокоится и думает кто-то еще. Всю свою взрослую жизнь я воспринимал и, точнее, был согласен с тем, что другие меня считают академическим человеком. Потому что академики это люди, примерно такие, как в фильмах играет Джефф Голдблюм. Это люди, которые знают о своем поле, о своей специализации все, а больше не знают ничего и ни о чем. The spin that Sloman and Fernbach put on this argument has three leading implications. First, we're all specialists who do a lot of thinking about a ridiculously small number of topics that are really important to us, and delegate the rest of the thinking to someone else. Итак, из выше приведенной мысли Сломана и Фернбаха мы можем сделать три важных вывода. Первый. Все мы являемся специалистами, которые очень много думают о, можно сказать, бессмысленно малом количестве проблем или тем, которые для нас важны. И при этом все остальное мышление мы делегируем другим. Second, the stereotype that presents specialists as highly intelligent geeks with no social skills gets it exactly backwards, because the highest form of intelligence is social intelligence. As Sloman and Fernbach put it, the smartest among us may be those who are best able to understand others. Второе. Вспомним стереотип, который представляет специалиста как высокоинтеллигентного гика, точнее высокоинтеллектуального гика или научного зануду, который при этом не владеет никакими социальными навыками. На самом деле все должно быть ровно наоборот, потому что самая высокая форма интеллекта – это социальный интеллект. И, как пишут Сломан и Фернбах, самые умные люди среди нас, вероятнее всего, это те, кто лучше всего умеет понимать других. Sloman and Fernbach make both these points themselves, but the third point is mine. Although, as I have to admit in this context, it's not mine alone.
The greatest threat the contemporary digital landscape poses to human intelligence comes not from the threatened encroachment of computers or robots or artificial intelligence. If you're afraid that one day you'll wake up to find that the Internet of Things has taken over your house and your car and your boss, you should take comfort in the fact that computers and robots don't replicate human thought processes very closely because they don't share the intentionality that makes us human. They can't figure out what you'd like to do or what they'd like to do until you tell them. So they can only follow the most recent directives they've been programmed to follow. Now, the greatest threat in the contemporary digital universe comes from our own temptation to indulge in digital thinking, whether we're thinking as individuals or as members of monolithic groups. Вышеупомянутые два вывода приводят Слоун и Фернбах, а третий, который я сейчас озвучу, мой, хотя в контексте данного обсуждения должен сказать, что он не только мой и не исключительно мой. Итак, третий вывод состоит в том, что самая главная угроза, которую представляют современные цифровые технологии для человеческого интеллекта, состоит вовсе не в том, что вскоре нас могут захватить компьютеры, роботы или искусственный интеллект. Если вы боитесь, что в один прекрасный день вы проснетесь и обнаружите, что интернет вещей захватил ваш дом, захватил ваш автомобиль, вашего босса, можно успокоиться той мыслью, что компьютеры и роботы на самом деле не воспроизводят или не в точности воспроизводят человеческий мыслительный процесс. И даже не близки к нему, потому что они лишены такой важной черты человеческого интеллекта, как интенциональность или намеренное волеизъявление. Именно это и делает нас людьми. Машины, в отличие от нас, не могут решить, чего бы вам хотелось, или чем бы им самим сейчас хотелось заняться. Они не могут этого решить до тех пор, пока им не скажешь. И они могут разве что выполнять самые последние команды, которые им давала программа. И поэтому я хочу сказать, что главная угроза в новом цифровом мире, в новой цифровой вселенной состоит в том, что мы испытываем огромный соблазн мыслить по-цифровому, мыслить как машины. Digital thinking is yes or no thinking. We think digitally whenever we take true-false quizzes, turn thumbs up or thumbs down on movies that we've seen, and tell our significant others that if it's all the same to them, yes, we would like to sleep a little later this morning. Because the architecture of the human brain is itself digital, you might be tempted to conclude that all human thinking is digital thinking. But that's clearly not true. When you taste your favorite food, or visit your favorite museum, or listen to your favorite music, your experience is much richer than a thumbs up will capture. Even if, for example, you're listening to music in a digitally reproduced format. It's even more clearly true that when your favorite person tells you, I love you, your reaction is likely to be considerably more complicated than thumbs up. Цифровое мышление – это мышление, построенное на ответах «да», «нет». Когда мы думаем цифрово, чаще всего это происходит, когда мы, например, отвечаем на вопросы «верно-неверно», когда мы поднимаем палец вверх или палец вниз после того, как посмотрели какой-то фильм, или когда мы говорим своим близким, что если они не возражают, да, мы бы хотели сегодня подольше поспать, например. В силу того, что человеческий мозг сам по себе имеет цифровую архитектуру, можно было бы подумать, что всякое человеческое мышление – это цифровое мышление. Но это очевидно не так. Когда вы пробуете свою любимую еду, или идете в любимый музей, или слушаете свою любимую музыку, ваш опыт оказывается намного богаче, чем то, что можно передать, подняв палец вверх или, наоборот, опустив его вниз. Даже если вы при этом слушаете музыку в цифровом формате. И это становится и даже более очевидным, когда любимый вами человек говорит вам «я люблю тебя», вероятнее всего, что ваша реакция будет намного более сложной, чем поднять палец вверх. That's because social thinking, group thinking, thinking that relies on shared intentions and emotions isn't digital. Neither is a great deal of our thinking that doesn't involve other people, but that does involve interactions with the world around us, like climbing a mountain, or swimming in a lake, or walking alone through the woods. It's just easier for us to fool ourselves into assuming that we're thinking digitally, when what we're really doing is reacting
to a constantly changing series of cues from outside, whether those cues are natural, human, or cultural. Причина здесь состоит в том, что социальное мышление, групповое мышление, мышление, которое опирается на общие намерения и общие эмоции, не является цифровым. Также, на мой взгляд, цифровым не является то мышление, которое не подразумевает общение с другими людьми, а напротив подразумевает некое взаимодействие с миром вокруг нас. Например, когда ты забираешься на гору, или плаваешь в озере, или идешь один по лесу. Просто решить, что мы думаем цифровым образом, цифрово, когда на самом деле то, что мы делаем, это мы постоянно реагируем на постоянно сменяющуюся серию неких ключей, некой информации из окружающего мира. И это может быть как информация из природы, также информация, получаемая от людей или из культуры. Consider, for example, the nature of trust. When you trust someone, do you trust that person absolutely, unconditionally, without reservation or qualification? When I was a little boy, I think I trusted my parents that way. But that unconditional trust eventually grew into a considerably more complicated relationship that combined trust, affection, self-interested competition, occasional suspicion and hostility, more critical questions about my parents' judgment, and a growing sense of myself as an independent agent. I'm glad that I had that youthful experience of unconditional trust, but it's not what I want or expect from my wife or my friends or my colleagues. For better or worse, the trust among adults is more partial and conditional than the trust children place in their authority figures. For most adults, in most relationships, the question, do you trust me, if we are to be honest in answering it, requires a considerably more nuanced reply than yes or no. Давайте задумаемся о природе доверия. Когда вы кому-то доверяете, доверяете ли вы этому человеку абсолютно, безоговорочно, безо всяких ограничений в этом доверии? Когда я был маленьким, я думаю, что именно так я доверял своим родителям. Но постепенно безоговорочное доверие перерастало в куда более сложные отношения, где сочеталось доверие, любовь, некое соревнование, конкуренция, иногда подозрение, иногда враждебность, иногда критические вопросы относительно того, насколько хорошо мои родители принимают решения, и все больше и больше нарастало чувство того, что я являюсь сам по себе независимым актором. И я радуюсь тому, что в детстве у меня был этот опыт безоговорочного доверия. Но сейчас это не то, чего бы я хотел от своей жены, от своих друзей или от коллег. Хорошо это или плохо, но доверие между взрослыми людьми куда более ограничено и сопровождается куда большим количеством условий, чем доверие, которое могут испытывать дети к фигурам, которые для них обладают авторитетом. Для большинства взрослых в большинстве случаев вопрос, доверяешь ли ты мне, потребовал бы, если бы это был честный ответ, потребовал бы куда более сложного ответа, чем да или нет, ответа, в котором было бы много нюансов. I'm not here to tell you how to conduct your relationships with your loved ones, but I'm very interested in your relationships with the sources of information you trust. Last year, one of my students, who had been misled by another teacher, asked, "How can you trust somebody who's lied to you?" This is such a wonderful question that it encouraged me to reorient my own thinking in a fundamental way. For several years, I've been thinking and writing about problems of authority, asking questions like these. What makes someone an authority? What do you do when authorities disagree? Which authorities are the most authoritative, and what makes them so? Who gets to decide what makes some people authorities and not other people? How do you gain and lose authority? My student's question, though, made me realize that my focus on questions about authority had led me to overlook the other half of the story, questions about trust. In particular, I wondered, how do we come to trust the authorities that we do? Why do we trust some authorities more than others? Why doesn't everyone trust the same authorities? How do authorities come to gain trust and lose trust? And to return to my student's question,
how can you trust somebody who's lied to you? Я не собираюсь вам говорить, как вести себя в отношениях с любимыми людьми. Но меня очень интересуют ваши отношения с теми источниками информации, которым вы доверяете. В прошлом году один из моих студентов, которому другой преподаватель дал какую-то некорректную информацию, спросил меня, как можно доверять кому-то, кто тебе солгал. Это замечательный вопрос, который меня заставил во многом переосмыслить мое собственное мышление. На протяжении нескольких лет я пишу и вообще думаю о проблемах авторитета. Как человек становится авторитетом? Что делать, если два авторитета друг с другом не согласны? Какие авторитеты более авторитетны и почему? Кто решает, кто авторитет, а кто нет? Как зарабатывается и как теряется авторитет? Вопрос моего студента заставил меня осознать, что, задумываясь об авторитете, я не заметил и пропустил вторую половину всего этого рассуждения. Все вопросы, связанные с доверием. В частности, я задумался о том, как и почему мы доверяем тем, кого мы считаем авторитетами. Почему какие-то люди кажутся нам более авторитетными и более заслуживающими доверия, чем другие. Почему все не доверяют одним и тем же авторитетам. Как те, кто авторитетами являются, зарабатывают это доверие и теряют это доверие. И возвращаясь к вопросу моего студента, как действительно, как можно верить кому-то, как можно доверять кому-то, кто тебе солгал. If you're a digital engine, of course, this last question is moot, because questions of trust never arise. Machines simply do what you tell them to. And if you input faulty information, you get faulty results. If you're a human, though, the answer to this last question is very complicated. You'd probably end up saying that even if you did trust someone who lied to you, you'd never again trust them absolutely or unreservedly. What my poor student didn't notice, and what I'd like to emphasize to you this evening, is that unless we're machines, we rarely trust people or institutions absolutely anyway. Our normal state of trusting could better be described as sort of trusting. In the same way, our believing is sort of believing, and our social thinking, sad to say, is to a great extent only sort of social. Если ты являешься, например, цифровой машиной, то этот вопрос никогда не встанет, потому что здесь невозможно говорить о доверии. Машины всего лишь делают то, что им сказано делать. И если входящая информация недостоверна, то и на выходе информация тоже получится недостоверной. А если ты человек, то ответить на этот вопрос совсем не так просто. Наверное, ответ был бы следующий, что если мы не верим кому-то, кто нам соврал, то мы верим им уже не так абсолютно или не так безоговорочно. Мой несчастный студент не заметил следующего, и именно того, на чем я хочу сфокусировать ваше внимание сегодня. А именно, что если мы не машины, это значит, что мы редко доверяем людям и институциям безоговорочно и полностью. На самом деле наше нормальное доверие скорее можно описать как бы доверие. И точно так же наша вера – это как бы вера. И наше социальное мышление, оно тоже является как бы социальным. Even so, there are many times that it suits us to believe that we're trusting or believing something absolutely. And therefore, our beliefs are absolutely correct. And anyone whose beliefs are different must be absolutely wrong. Sometimes this happens because we think we've developed our ideas entirely on our own. Sometimes it happens, as Sloman and Fernbach point out, because we've outsourced our thinking on a given subject to an affinity group whose views we're willing to accept without hesitation or qualification. In either case, however, the dangers are clear. Zealotry, an unwillingness to compromise, a refusal to appreciate the value of any point of view that's inconsistent with our own, an inability to think outside the box. When this happens, we're not thinking like human beings. We're thinking like Hal. So, at the risk of sounding less like a professor than a motivational speaker or a life coach, I'd like to propose a list of 20 suggestions for how to wean yourself away from digital thinking by thinking outside the box. Впрочем, нам часто оказывается удобнее и приятнее считать, что мы доверяем или верим кому-то безоговорочно.
И именно поэтому мы можем считать свои позиции, свои воззрения абсолютно верными. И при этом считать мнения или воззрения, которые не совпадают с нашими, абсолютно неверными. Иногда это происходит потому, что нам кажется, что наши идеи мы полностью выносили и разработали самостоятельно. Иногда это происходит, как пишет об этом словно Фернбах, именно потому, что мы передоверили свое мышление некой близкой нам группе, чьи взгляды мы считаем не нуждающимися в доказательстве. В обоих случаях очевидна опасность. И опасность — это фанатизм, нежелание идти на компромисс, неспособность оценить ценность любого другого мнения, которое не совпадает с твоим собственным, и неспособность мыслить нестандартно, то, что в английском называется outside the box. И когда это происходит, мы думаем не как люди, мы думаем как машины, мы думаем как hell. И сейчас, хоть я и рискую прозвучать не как профессор, а как коуч, как тренер, я хочу вам предложить 20 рекомендаций, посвященных тому, как избежать опасности цифрового мышления и как мыслить нестандартно, outside the box. 1. Think twice. Move from intuition to deliberation. When minutes count, trust your first impulse, because instincts can save lives. But when you have more time to reflect, use it to revisit that first impulse, refine it, complicate it, qualify it, rethink it. When you have even more time, consult other friends, colleagues, and authorities to find out what they think. Not in order to substitute their instincts for yours, but to base your decisions on a wide array of knowledge and opinions. Don't use the excuse that you don't want to second-guess yourself to ignore what Daniel Kahneman, in his book Thinking Fast and Slow, calls System 2, the slow, deliberative system of thinking that separates human beings not from computers, but from animals who rely on the fast, instinctive thinking of System 1 alone. To take a single, quick example, whenever you're asked to think outside the box, as I just asked you to do, consider why the constraints put on your thinking are called a box. Whether there's any advantage to staying in the box, or any risk in venturing outside it, and whether there are other ways to think about your situation that might be less loaded, or at least differently loaded, like thinking in analog rather than digital terms, as I urge you to do. Итак, совет. Первый. Подумай дважды. Необходимо перейти от интуиции к размышлению. Когда на счету каждая минута, стоит доверять первому импульсу, потому что часто, последовав инстинкту, можно, например, спасти чью-то жизнь. Но когда есть время для размышлений, следует использовать его для того, чтобы внимательно подумать об этом первом импульсе. Необходимо его очистить, рафинировать, необходимо его усложнить, необходимо его оценить и переосмыслить. И если времени еще больше, то можно посоветоваться с друзьями, коллегами, с авторитетными фигурами и выяснить, что думают они. Причем не для того, чтобы заместить свой инстинкт их мнением. Нет, для того, чтобы обосновать свои решения на более широком спектре информации и различных мнений. Можно было бы сослаться на такую отговорку, как «я не хочу слишком долго колебаться», но я бы не советовал это делать. Я бы не советовал вам пренебрегать тем, что Дэниел Канеман в своей книге «Быстрое и медленное мышление» называет системой 2. Система 2 — это медленное, вдумчивое мышление, которое отличает людей, причем отличает не от компьютеров, а отличает людей от животных, которые, в свою очередь, наоборот, опираются на такое быстрое и инстинктивное мышление. Это именно система 1. Один короткий пример. Когда я вам предложил и попросил вас мыслить нестандартно, outside the box, то есть вне коробки, как говорится по-английски, я прошу вас задуматься о том, почему эти ограничения, о которых мы говорим, мы здесь сравниваем с коробкой. Каковы преимущества оставаться в коробке, каковы риски, если из этой коробки выйти. И хочу вас призвать задуматься о том, существуют ли какие-то другие альтернативные способы мышления, которые могут быть менее нагружены или нагружены иначе. И подумать о том, каково было бы думать в аналоговых терминах, то есть мыслить не цифрово, а аналогово, как я вас и призываю это делать. 2. Trust but verify. When I first heard this bromide, which Americans continue to associate
with President Ronald Reagan's approach to nuclear arms treaties, but whose source I now understand is actually the Russian prophet associated somewhat earlier with V.I. Lenin. It made no sense to me. If you trust someone or something, why should you have to verify it? If you're taking the trouble to verify it, doesn't that mean that you didn't trust it in the first place? But as I kept coming back to it over a period of years, it made more and more sense. Just because you trust some person or fact or assurance doesn't mean that you should trust it absolutely and without reservation. And just because someone is right about one thing doesn't mean that person will be right about everything. So it's important to learn how to sort of trust people and facts and opinions. You should take them seriously enough to think about them carefully, even if that reflection doesn't persuade you to agree with them. Even when you trust an idea enough to act on it, you should always be ready to modify or reverse your action in the light of new evidence. And you should constantly be on the alert for new evidence that might encourage you to rethink your position or your action. Совет второй. Доверяй, но проверяй. Когда я впервые услышал эту расхожую фразу, которую большинство американцев приписывают Дональду Рейгану, и что он якобы сказал это про договоры о ядерном вооружении, но теперь-то я знаю, что источник этого высказывания — это русская пословица «доверяй, но проверяй», которую приписывают Владимиру Ильичу Ленину. Тогда, когда я впервые ее услышал, я подумал, что она бессмысленна. Потому что если ты кому-то доверяешь, то зачем проверять? Если ты уже начинаешь что-то проверять, это значит, что ты человеку изначально не доверял. Но когда спустя несколько лет я опять об этом подумал, фраза казалась мне более осмысленной. Из того, что ты кому-то доверяешь человеку или факту, из этого еще не следует, что доверять следует абсолютно и безоговорочно. И даже если человек оказался прав в каком-то одном вопросе, это еще не значит, что он окажется прав по всем остальным поводам. И поэтому важно научиться как бы доверять людям, как бы доверять фактам и как бы доверять мнениям. Нужно воспринимать их достаточно всерьез, чтобы глубоко и осмысленно о них размышлять, но даже если при этом совершенно не обязательно с этими мнениями или фактами соглашаться. И даже если вы доверяете какой-то идее настолько, что готовы действовать на основе этой идеи, все равно следует всегда сохранять готовность эту идею пересмотреть или даже полностью от нее отказаться, или отказаться от своих действий в свете новых появляющихся сведений. Также следует постоянно искать новую информацию, искать новые сведения, которые могли бы вас побудить к тому, чтобы переосмыслить свою позицию по какому-то вопросу или переосмыслить свои действия. Consider the question my student asked me. How can you trust somebody who's lied to you? One of the most painful but necessary lessons that husbands and wives, parents and children, employees and employees have to learn is how to trust somebody who's lied to them. Because it's practically impossible to sustain a close relationship in which none of the parties ever lies. In romantic comedies, in fact, my student's question amounts to a foundational trope, because the characters in romantic comedies always lie to each other, sooner or later. If they didn't, there'd be no complications to the boy meets girl plot, and then they have to learn how to accept a romantic partner they can love, even though he's lied to them. For better or worse, then, we need to find ways to trust people and authorities and institutions that have lied to us, not by forgetting that they ever lied, but by changing the way we trust them, from absolute and unquestioning allegiance to trust but verify. Вернемся к тому вопросу, который задал мне студент, а именно, как можно доверять кому-то, кто тебе солгал. Это замечательный вопрос, и, может быть, мой студент даже и не понимал, насколько этот вопрос хорош. Потому что на самом деле этот вопрос, как научиться доверять тому, кто тебе солгал, это едва ли не самый главный вопрос, на который должны ответить многие мужья, жены, родители, дети, работодатели и сотрудники. А именно вопрос, что делать, как доверять, если тебе когда-либо соврали. Потому что невозможно поддерживать близкие отношения, в которых ни одна из сторон никогда не врет другой стороне. В романтических комедиях, например, вот этот вопрос указывает на основополагающий троп, художественный прием. Потому что персонажи в романтических комедиях всегда друг другу врут.
могут. Так или иначе, рано или поздно это всегда происходит, потому что иначе не было бы никаких проблем и осложнений в обычном сюжете, где парень знакомится с девушкой. И после этого, когда происходит некая ложь и обман, персонажу романтической комедии приходится заново учиться доверять и учиться любить тому, кто им уже однажды солгал. И хорошо это или плохо, тем не менее, нам необходимо найти способ доверять людям, доверять авторитетам, доверять институтам, которые нам когда-то солгали. Но для этого мы не должны забывать, что нам врали. Нет, для этого мы должны изменить то, каким способом мы доверяем, и изменить свое доверие с абсолютного и безоговорочного на подход «доверяй, но проверяй». 3. Know what you don't know. Donald Rumsfeld, the American Secretary of Defense, famously distinguished between known unknowns and unknown unknowns. There are known knowns. There are things that we know we know. There are known unknowns. That is to say, there are things we know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we don't know we don't know. Совет третий. Знай, чего ты не знаешь. Дональд Rumsfeld, американский секретарь, министр обороны, однажды сказал знаменитую фразу, что есть разница между известными неизвестными и неизвестными неизвестными. Вот цитата. Есть известные известные. Это те вещи, о которых мы знаем, что мы их знаем. Есть известные неизвестные. То есть это те вещи, о которых мы знаем, что мы их не знаем. Но при этом есть еще и неизвестные неизвестные. Это те вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем. Just as it's impossible for any single person to know everything there is to know, no one person can ever know everything he or she doesn't know. The best you can hope for is a more precise sense of the difference between what you know you don't know, like tomorrow's weather in St. Petersburg, for example, and what you don't know you don't know. All the disasters, from an earthquake in Mexico to a terrorist attack in France, that could suddenly knock the weather off the front page. Since by definition, you can't always know what you don't know, you should at least keep reminding yourself that your list of the things you know, and of the things you don't know, is always going to be incomplete, always subject to elaboration and revision. Один человек не может знать все. И один человек точно так же не может знать все то, чего он или она не знает. Лучшее, на что можно надеяться, это более тонкое, более четкое ощущение различия между тем, что ты знаешь, и тем, что ты не знаешь. Между тем, что, например, между тем, какая будет погода в Петербурге на следующей неделе, или во всех других новостях, например, возможных каких-то катастрофах или чрезвычайных ситуациях, например, землетрясение в Мексике или террористическая атака, террористический акт во Франции, то есть во всех тех других новостях, которые могут оказаться на передовице газет вместо погоды. И учитывая тот факт, что мы по определению не можем знать всего, чего мы не знаем, надо, по крайней мере, себе почаще напоминать о том, что есть те вещи, которые мы знаем, что мы знаем, и есть вещи, которые мы знаем, что мы не знаем, и что этот список должен постоянно пересматриваться и дополняться. 4. Step back and look at the larger picture. Ask what the agenda is behind your set of questions and whether they should be set forth in different and more illuminating ways. Look for the context that shape debates and make participants think and say what they do. In addition to being a pragmatic thinker who seeks answers to specific questions and solutions to specific problems, become an operational thinker who can reflect in helpful ways on the relations between different questions, different problems, and different systems. Ask whether and how you might usefully generalize from particular problems so that you can compare them to earlier problems whose resemblance to them might not be immediately obvious. Consider whether your generalizations might serve as guidelines for dealing with future problems. Совет четвертый. Сделай шаг назад и посмотри на ситуацию с некоторого расстояния. Нужно, во-первых, посмотреть, каково намерение, которое стоит, прячется за этим вопросом «да-нет». И можно посмотреть, есть ли возможность задать этот вопрос иначе и задать его лучше.
Нужно посмотреть, каков контекст, который определяет текущую дискуссию, и заставить участников говорить и делать, точнее говорить то, что они на самом деле думают. Кроме того, чтобы мыслить на уровне прагматики, на прагматическом уровне, и задавать конкретные вопросы, искать конкретные решения конкретным проблемам, нужно стать еще и мыслителем на операционном или операциональном уровне, а именно быть способным полезно размышлять об отношениях, которые существуют между разными вопросами, различными проблемами и разными системами. Нужно задаться вопросом о том, каким образом можно сделать полезное, правильное обобщение какой-то конкретной проблемы, так, чтобы сравнить ее с проблемой, которая была раньше, и обнаружить при этом сходство, которого вы, может быть, раньше не замечали. Нужно задуматься о том, можно ли это обобщение использовать как руководство к действию для какой-то будущей проблемы, которая может еще возникнуть. 5. Test your generalizations. Resist the temptation to think of generalizations like think twice and trust but verify as the end of your deliberations. Instead, think of each generalization as another stepping stone to further constructive thinking. Recognize that although actions have a beginning, a middle, and an end, thinking goes on forever. When other people question your generalizations, don't get defensive, but welcome their criticisms, listen to them carefully, and then decide which, if any, aspects of them you want to incorporate into your own thinking now or later. Instead of succumbing to the temptation to believe that now you've arrived at generalizations that will stand forever, accept the fate of all thinkers, as of all parents. Your most important responsibility is to blaze a path for those who will come after you. Совет 5. Проверяйте свои обобщения. Не следует поддаваться соблазну и думать, что каждое наше обобщение, вроде «думай дважды, доверяй, но проверяй», это конец размышления. Вовсе не так. О каждом своем обобщении следует думать как о еще одном очередном шаге на пути к конструктивному мышлению. Необходимо понять, что у всех действий есть начало, есть середина и конец, но мышление при этом продолжается безостановочно. Когда люди ставят под вопрос ваше обобщение, не следует занимать оборонительную позицию, нужно радостно встречать критику, внимательно ее слушать, и потом решать, какие аспекты этой критики можно включить в свое собственное мышление сейчас или позже. Не следует также поддаваться соблазну и считать, что вот сейчас вы наконец-то нашли то обобщение, которое будет верным всегда. Нужно принять судьбу всех мыслителей и судьбу всех родителей, которая состоит в том, что главная ваша ответственность состоит в том, чтобы проложить дорогу для тех, кто придут после вас. 6. Resist cyber-colonization. Most of us are aware of the threat of identity theft that can arise when we inadvertently open email attachments that unleash malware or worms on our computers, or the vast databases of supposedly secure corporations like Equifax, the American credit monitoring firm that recently fell victim to what may have been the largest hack of sensitive information about individual consumers in history. But I doubt that most of us lose much sleep over the more insidious threat of cyber colonization offered by politicians and pollsters who demand that you declare yes or no opinions about complex social problems. Совет 6. Сопротивляйтесь киберколонизации. Большинство из нас знают, что есть такая угроза, как кража идентичности или кража личности, которая может произойти, если мы открываем какое-то вложение в электронной почте, и на наш компьютер попадает червь или вирус. Или мы также знаем о том, что базы данных, которые хранятся в предполагаемо безопасных корпорациях вроде Equifax, могут быть украдены. Вот как раз эта фирма Equifax, это мониторинговое кредитное агентство в Америке, недавно стало жертвой самого крупного ограбления, самой крупной кражи конфиденциальной информации, которая когда-либо происходила. Но я сомневаюсь, что многие из нас не спят по ночам, думая о куда более существенной угрозе. И эта угроза – киберколонизация. За ней стоят политики и те, кто составляет опросы общественных мнений.
Это люди, которые требуют от нас ответа «да» или «нет» относительно сложных социальных проблем. Every time we respond to preset questions on a survey by choosing from among a set menu of choices, we allow that menu to substitute for our own critical thinking about possible alternative answers to the question that's been posed and the design and propriety of the question itself. Whenever we're given the opportunity, whenever you're given the opportunity, talk back to those menus by declining to choose from among their alternatives, writing discursive comments in the online boxes they often provide, or getting into the habit of coloring outside the lines. Embrace communal thinking instead of relying exclusively on your own ideas. Всякий раз, когда мы отвечаем на вопрос, где уже запрограммирован перечень возможных ответов, мы позволяем этому перечню подменить собой наше критическое мышление и подменить возможные альтернативные ответы на вопрос. То есть мы принимаем чужую разработку, чужой дизайн этого вопроса. И таким образом он остается полностью чужим, не нашим. Всякий раз, когда у вас есть такая возможность, давайте обратную связь, не выбирайте ни один из предложенных вам ответов, пишите комментарии в письменной форме, такая возможность часто бывает, или можно что-то цветным маркером обозначить. И вообще необходимо воспринять вот это коммунальное, то есть общее, общинное мышление и не полагаться исключительно на себя и свои идеи. 7. Read different things differently. An earlier generation read business letters differently from love letters. The present generation reads tweets differently from Facebook postings and Facebook differently from email. So it should be no great stretch to learn different ways to read different writers, different magazines and journals, different newspapers, even different parts of the newspaper differently. Don't settle for dividing your reaction to everything you read in the newspaper to I agree and I disagree. After all, you wouldn't read a letter from your sweetheart that way. Instead, ask yourself constantly, what's going on here? What does the writer want me to think and do? How do I feel about that and why? Совет 7. Разные вещи читайте по-разному. Предыдущее поколение читало деловые письма не так же, как оно читало любовные письма. Нынешнее поколение читает твиты по-другому, чем оно читает, например, посты на Фейсбуке, а посты на Фейсбуке читает не так, как электронную почту. Посему не так уж трудно должно быть научиться по-разному читать разных писателей, разные журналы, разные газеты и даже разные секции, рубрики одной и той же газеты тоже читать по-разному. Не следует останавливаться на том, чтобы все ваши реакции на то, что вы читаете в газете, сводились к согласием, несогласием. В конце концов, если вы от своего возлюбленного или возлюбленной будете также читать письмо, вы там мало что прочитаете. Вместо этого следует постоянно себя спрашивать, а что тут происходит, какую мысль хочет мне внушить этот писатель, и что я по этому поводу думаю и почему. 8. Consider why you think what you think. There's no excuse for not being just as critical about your own thought processes as you are about everyone else's. Although you should no more seek to contradict or annihilate your own ideas as those of other people, you should recognize that self-criticism, like the criticism of others, can be genuinely constructive, and indeed that the best ideas invariably get better when they're subjected to constructive criticism, even or especially if the critic is the same person who had the original idea. Совет 8. Задумайтесь о том, почему вы думаете то, что вы думаете. Нет никакого оправдания, если вы к чужим, или точнее к своим мыслям относитесь с меньшей критикой, с меньшим подозрением, чем к мыслям чужим. И, конечно, не стоит стремиться во всем перечить другим или полностью опровергнуть или уничтожить их мнение. Наоборот, следует понять и признать, что самокритика и критика со стороны других людей может быть по-настоящему конструктивной. И что даже лучшие и именно лучшие идеи на самом деле становятся только лучше, если они проходят через конструктивную критику. И в особенности, если критиком выступает тот же человек, который эту идею высказал. Educational theorists have recently promoted the concept of meta-literacy, a mode of second-order thinking or thinking about thinking,
that students should be learning in addition to the literacies they're already encouraged to master in written language, science and mathematics, history and economics. If you think of literacy as the minimal skills you need in order to understand a new language, you might think of meta-literacy as the skills or habits of mind that encourage you to reflect on your own literacy, extending, developing, adapting, criticizing, and redirecting it in response to new ideas you have about the world or your own capabilities. Whether or not you use the term meta-literacy, it pays to cultivate the reflective habit of thinking about why you think in the ways you do in order to think more self-consciously and critically. Теоретики образования в последнее время говорят о такой концепции, как метаграмотность. Это некое мышление второго порядка, второго уровня или мышление о мышлении. И они говорят о том, что ученикам и студентам следует учиться этому, помимо освоения обычной грамотности, которая предполагается при изучении языка, при изучении точных наук, математики, истории и экономики. Можно сказать, что грамотность — это минимальный набор навыков, который необходим для того, чтобы понимать новый язык. Можно также думать о грамотности как о наборе навыков или привычек ума, которые вас призывают, подталкивают к тому, чтобы задумываться о собственной грамотности, расширять ее, углублять, видоизменять, критиковать и перенаправлять по другому курсу, сообразно новым идеям, которые у вас появляются относительно мира и относительно своих собственных способностей. Можно пользоваться термином метаграмотность, можно не пользоваться, но в любом случае оказывается весьма полезным освоить и культивировать эту привычку рефлексии и мышления о том, почему мы думаем то, что мы думаем, и то, как мы думаем, делать это с целью достичь более осознанного и более критического мышления. 9. Ask questions about why instead of whether. Questions that begin, do you think? And questions that ask whether you believe something demand yes or no answers. Seek to avoid and deflect these questions when you can, instead of reducing your own positions to yes or no. Even when you can't, don't begin your own questions this way. When you find yourself posing questions that allow your own acquaintances to answer yes or no, try to devise follow-up questions that encourage them to move beyond that duality. Совет 9. Задавайте вопросы «почему», а не вопросы, в которых содержится частица «ли». Вопросы, которые начинаются «думаете ли вы что?», «считаете ли вы что?». То есть это вопросы, на которые подразумевается ответ «да» или «нет». Всякий раз, когда вы с такими вопросами сталкиваетесь, избегайте их или старайтесь на них не отвечать, потому что в таком случае ваше мышление сведется к вот этим двум позициям, да или нет. Если избежать этого оказывается невозможным, не стоит свои собственные вопросы начинать так. Если вы задаете вопрос, который позволяет вашим друзьям или знакомым ответить «да» или «нет», попробуйте придумать дальше последовательность других дополнительных вопросов, которые их подстегнут к тому, чтобы выйти за пределы вот этой дихотомии. Whenever I teach a new film, I always begin with the same two questions. First, how did you like the film? And second, that's a classic yes or no question. And then, once everyone has registered their opinions, what features of the film made you think as you did about it? I'm willing to risk sounding like a psychotherapist who asks you why you dreamed about your mother last night, or how you feel about the fact that your father hates you, in order to encourage my students to move as quickly as possible from the whether questions that can only be answered yes or no, to the why questions that encourage them to think in more liberating ways. Всякий раз, когда я обсуждаю со своими студентами новый фильм, я всегда начинаю с одних и тех же двух вопросов. Первый вопрос — это «ну как, понравилось вам кино?» Это классический ответ, вопрос, подразумевающий ответ «да» или «нет». А потом, когда все уже высказали свое мнение, я их спрашиваю, какие черты или какие качества этого фильма вас заставили принять это решение. И здесь, конечно, да, я рискую, что я буду звучать не как профессор, а как психотерапевт, который вас спрашивает, как вы думаете, почему вам снилась ваша мать, или что вы чувствуете по тому поводу, что вас ненавидит ваш отец. И при этом я понимаю этот риск, но я хочу, чтобы мои студенты как можно быстрее
перешли от вопросов с частицей «ли» от тех вопросов, на которые возможен ответ «да» или «нет», к тем вопросам, которые помогут им думать более свободно. Imagine multiple possibilities. Instead of settling for the first answer to any question, ask whether there might be other answers worth taking seriously. Sometimes, of course, there are. Would you date this person again? How was the food at the new restaurant you tried? Would you rather listen to music while you worked or work in silence? On a surprising number of occasions, though, the first answer to a question is only the beginning. Which system of government best balances the rights of individuals against the need for collective action? Which book would you most like to take to a desert island? What's your favorite dessert? Совет 10. Представьте себе множество разных решений. Вместо того, чтобы принимать первый ответ на любой вопрос, следует спросить у себя, может быть, еще какие-то другие варианты ответа на тот же самый вопрос. Иногда бывает, что других вариантов нет. Есть такие вопросы, как пойдешь ли ты еще раз с этим человеком на свидание, или понравилась ли тебе еда в новом ресторане, или любишь ли ты больше работать в тишине или работать под музыку. И во многих случаях на самом деле первый ответ на первый вопрос — это только начало. Есть и другие вопросы. Какая система правления лучше всего находит равновесие между индивидуальными правами и потребностью в коллективном действии? Какую книгу ты, вероятнее всего, возьмешь с собой на необитаемый остров? Какой твой любимый десерт? Your first answers to questions like these are likely to lead either to a much wider range of alternative answers or a sense that the question is complicated and hard to answer. So instead of being intimidated or discouraged by multiple answers or a new sense of complexity, take them as further evidence of the number of questions whose best answers can't be reduced to yes or no. Первый ответ на такие вопросы, скорее всего, приведет к куда более широкому спектру других альтернативных ответов или к ощущению, потому что вы почувствуете, что этот вопрос трудный и что ответить на него нелегко. Но не стоит пугаться этой сложности, наоборот, стоит понять ее как признак того, что решений на этот вопрос и ответов на этот вопрос может быть много, и что на самом деле вопрос не сводится к ответам «да» или «нет». 11. Seek the third side. Instead of assuming that there will be two and only two sides to every question, try to find a third side. Sometimes the truth will be in between the two extremes, and a willingness to compromise will reveal solutions. But sometimes compromise alone isn't sufficient because there are more than two stakeholders, or more than two reasonable opinions, or more than two solutions that immediately present themselves. There's nothing magical about the number 3. The advantage of looking for a third side instead of settling for two sides is that if you can train yourself to find a third side to the questions you face, you can probably find a fourth and a fifth and a sixth. Совет 11. Ищите третью сторону. Не следует полагать, что есть две и только две стороны у каждого вопроса. Наоборот, нужно искать третью сторону. И часто истина будет располагаться где-то между двумя противоположностями. И благодаря готовности к компромиссу удастся найти решение. Хотя порой оказывается, что одного компромисса недостаточно, потому что, например, может быть больше, чем две заинтересованных стороны. Или может быть более чем два разумных и допустимых мнения. Или может быть больше, чем два решения, которые возможны и доступны прямо сейчас. Ничего волшебного, ничего магического в цифре 3 все-таки нет. На самом деле преимущество того, чтобы найти третью сторону, вместо того, чтобы выбрать одну из двух имеющихся, состоит в том, что таким образом можно себя натренировать. Можно натренировать себя в поиске третьей стороны, третьего решения в тех вопросах, с которыми вы сталкиваетесь. И когда вы найдете третье решение, вероятно, вы найдете и четвертое, и пятое, и шестое. 12. Be a fisher, not a shooter. In his book, How to Have a Beautiful Mind, Edward de Bono advocates supplementing the kind of vertical thinking that moves from premises to conclusions and questions to answers by what he calls lateral thinking,
as a way of moving from familiar problems to new ideas. In this connection, de Bono makes an illuminating distinction between fishers, who cast their nets as wide as possible in the hope of increasing their catch, with shooters, who can only hit what they aim at. Instead of posing questions to yourself and others that can only disclose answers you already know, seek new ways to pose them that reveal answers you didn't already know, and be open to serendipitous discoveries whenever they arrive unbidden. Совет 12. Будьте рыбаками, а не стрелками. В своей книге, которая называется «Красота ума», Эдвард де Боно выступает за то, чтобы от вертикального мышления, которое переходит от предпосылок к выводам и переходит от вопросов к ответам, сдвинуть акцент на то, что он называет латеральным или боковым мышлением, которое отказывается от который ищет, точнее, для известных проблем новые решения. В этой связи де Боно проводит интересное различие между стрелками и рыбаками. Рыбаки раскидывают свои сети как можно шире, надеясь таким образом увеличить улов, а стрелки могут попасть только в то, во что они целятся. Поэтому вместо того, чтобы задавать себе и другим вопросы, из которых могут получиться только уже заранее вам известные ответы, следует искать новые способы эти вопросы задавать, новые формулировки, из которых могут получиться ответы, которых вы заранее не знаете. И при этом стоит быть готовым к неожиданным открытиям, которые таким образом могут случиться. 13. Enlarge your zone of uncertainty. Instead of trusting some sources of information absolutely and rejecting other sources categorically, adopt a more contingent, conditional way of sort of trusting sources that's consistent with the rule trust but verify. Once you've divided information sources into the ones you trust unconditionally, the ones you sort of trust but need to verify, and the ones you never trust, you might be tempted to shrink the middle zone by shifting as many sources as possible from the middle zone to the zones of absolute trust and absolute rejection. But it's better to do the exact opposite, growing this middle zone by shifting as many sources as possible from absolute trust or distrust to sort of trust, which you should adopt as your default mode. Совет 13. Расширяйте зону неопределенности. Вместо того, чтобы доверять одним источникам безоговорочно, а другие безоговорочно категорически отвергать, следует принять более ситуативный, более ситуативно обусловленный подход. И для этого, как мы уже говорили, стоит вспомнить о тех источниках, которым мы как бы доверяем, которые мы доверяем, но проверяем. Как только вы разделили источники информации на те, которым вы безусловно доверяете, и тем, которым вы как бы доверяете, и тем, которым вы не доверяете никогда, может возникнуть соблазн сократить вот эту среднюю, срединную зону, перевести в как можно больше источников из нее в крайние зоны, в зону абсолютного доверия, абсолютного недоверия. Но намного лучше будет сделать ровно обратно. Стоит расширять вот эту срединную зону, перемещая в нее как можно больше источников из тех групп, которые находятся по краям. И как можно больше источников информации стоит сосредоточиться в этой зоне как бы доверия и сделать ее своим режимом по умолчанию. 14. Abide in questions. Instead of answering questions, ask questions about them, and then ask questions about those questions. Sometimes, of course, it's not possible to answer a question with another question. When you're put on the witness stand in a courtroom and asked where you were on the evening of the 25th of September, you can't say, now why would you ask that? But there are plenty of times when you're not on the witness stand and you're not required to accept the terms on which a question has been posed. Совет 14. Не скупитесь на вопросы. Вместо того, чтобы отвечать на вопрос, задайте вопрос про вопрос, а потом задайте вопрос про этот следующий вопрос. Иногда, конечно, нет возможности ответить вопросом на вопрос. Например, вы в суде даете свидетельские показания, и вас спрашивают, где вы находились вечером 25 сентября. Вы не можете на это ответить, а почему вы об этом спрашиваете? Но когда есть такая возможность, когда вы не в суде и даете свидетельские показания, вы не обязаны принимать те условия, на которых этот вопрос
был сформулирован и вам предложен. Following the demonstrations and counter-demonstrations in Charlottesville, Virginia last month, there's been a great deal of debate all over the U.S. about whether the country should take down monuments to heroes of the Confederacy or whether it should preserve or forget our shared history. The first of these, I think, is an excellent question. The second, which forces us to choose between preserving and forgetting our history, fallaciously assumes that history is simply a series of events, rather than a series of ever-changing stories we tell about these events, so that history itself is constantly changing whether we like it or not. После того, как прошли демонстрации и контрдемонстрации в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния в прошлом месяце, в США разгорелись очень ожесточенные дискуссии по всей стране относительно того, следует ли сносить памятники героям армии конфедеративных штатов или стоит сохранить общую историю. Первый из этих вопросов, на мой взгляд, замечательный, а второй вопрос заставляет нас выбирать между сохранением истории и забвением. Это вопрос сложный, и он вводит нас в заблуждение. Он отталкивается от ложной предпосылки, что история представляет собой простую последовательность событий, а не серию постоянно меняющихся историй, которые мы рассказываем об этих событиях. Так что на самом деле история постоянно меняется, нравится нам это или нет. We can easily find better, non-digital alternatives to these questions. For example, which heroes of history do we most want to remember, why, and how? Мы с легкостью обнаруживаем ряд куда более удачных, нецифровых, альтернативных вопросов. Например, каких героев истории мы больше всего хотим помнить, и почему, и как? Or, given that history always involves sharing, preservation, and revision, how do we want to write our shared history? Или другой вопрос. Учитывая тот факт, что история всегда общая, всегда сохраняется и всегда пересматривается, как мы хотим писать нашу общую историю? Or, to whom do we want to make this history available, and under what circumstances? In classrooms, pictures, books, museums, or public statues? Или другой вопрос. Для кого мы хотим эту историю сделать доступной? И при каких обстоятельствах? В школьных аудиториях, на картинах, в книгах, в музеях или в виде статуй? Or, who is the we whose history we most want to preserve? И кто такие эти мы, про чью нашу историю мы говорим и чью историю мы хотим сохранять? Or, how many histories should we seek to preserve, and how should we connect them? As supplements, alternatives, or niche histories? Или мы можем спросить, сколько историй мы хотим сохранить, и как мы хотим их друг с другом связывать, как взаимодополняющие, как альтернативные или как нишевые истории. Or, what revisions should we make for revising these histories in the future? Или как следует регулировать возможный пересмотр этих историй в будущем. Even if these questions are harder to answer than the questions they replace, they're still better questions, if only because their difficulty reminds us that the problems raised by Confederate monuments are too complicated to be settled by yes or no questions. So whether you're asked questions you think, whenever you're asked questions that you think are unfairly reductive, don't be afraid to change the terms of those questions, to ask questions about those questions, and to ask questions about your own questions. The reputation you may get for being hard to talk to will probably be more than offset by the reputation you acquire for helping other people think outside the box. Эти вопросы труднее, на них сложнее ответить, чем на те вопросы, вместо которых я их предлагаю. Но все равно эти вопросы лучше, как минимум потому, что они напоминают нам, насколько сложные вопросы связаны, например, с памятником сил конфедеративных штатов. И что на эти сложные вопросы нельзя ответить «да» или «нет». Поэтому всякий раз, когда вам задают вопрос, который вам кажется слишком примитивным, вопрос, который упрощает, не бойтесь поменять формулировку этого вопроса или задать вопрос относительно самого вопроса. И потом задать вопрос про свой вопрос, про вопрос. Конечно, это может повредить вашей репутации, могут подумать, что с вами трудно говорить, но на самом деле, с другой стороны, ваша репутация совсем не пострадает от того, что вас будут считать человеком, который помогает другим мыслить нестандартно.
On to 15. Consult a wide range of opinion. When you search for online reports and commentary on the subjects that matter most to you, don't be content with either material that confirms what you already believe or material that takes exactly the opposite position. When you talk to friends and acquaintances, seek out a range of opinion too diverse to be reduced to a simple duality. Instead of seeking to reduce the opinions you find to pro and con, rejoice in the diversity as a sign of intellectual abundance. Assume, until you learn differently, that resisting reductive dualities is a sign of strength, not weakness. Совет 15. Проконсультируйтесь с широким спектром мнений. Когда вы ищете в сети информацию или комментарии по интересующим вам вопросам, которые вас интересуют больше всего, не стоит останавливаться на том, чтобы найти материал, который подтверждает то, что вы и так считаете верным, или наоборот высказывает мнение прямо противоположное вашему. Когда вы говорите со своими друзьями или знакомыми, пытайтесь сформировать для себя такой вот широкий спектр мнений, которые невозможно будет свести к простой дихотомии. И не сводите эти услышанные вами мнениями к неким за и против, наоборот, обратите внимание на их разнообразие и увидите в этом признак интеллектуальной полноты. И также стоит отметить, что когда вы противостоите вот этой двойственности, этой дихотомии, это признак силы, а вовсе не слабости. 16. Network. Join groups marked by diverse opinions and keep in regular touch with them. Constantly seek to build new communities among people with common interests. When you're stuck in departments or committees or families marked by unhelpful dualisms, seek out smaller networks within these communities that you can use to build consensus through a more productive dialogue. Talk to many people. Listen to many more. Ask for other people's help in addressing your problems and offer your own help to them in turn. Never forget that you're a member of a hive and that your responsibilities as a human, thinker, and agent are bound up in that membership. Совет 16. Нетворкинг или сетевое взаимодействие. Вступайте в группы, придерживающиеся разных мнений, и поддерживайте с ними постоянный контакт. Стремитесь к тому, чтобы постоянно выстраивать новые сообщества между разными людьми, у которых есть общие интересы. Если вы застряли в каком-то отделе на работе, или в каком-то комитете, или в семье, в которой все сводится к вот этой дихотомии, ищите другие меньшие сети внутри этих сообществ, которые могут быть использованы для построения консенсуса и для продуктивного обмена идеями. Говорите со многими людьми еще больше, слушайте, просите помощи других, когда вы решаете свои проблемы, и предлагайте взамен свою помощь. И не забывайте о том, что вы являетесь членом улья, и то, что у вас есть ответственность как у человеческого мыслителя, как человеческого актора, и что мы все завязаны в этом большом коллективном объединении. 17. Respect dissent. Although it may flatter your vanity to be agreed with, you'll learn much more from being disagreed with. Don't greet disagreements with reflexive hostility or resistance. Instead, seek grounds for a dialogue that will reach more perceptive positions than any one party currently holds. Learn to see your ideas as part of an ongoing conversation rather than proof that you're the smartest person in the room. Совет 17. Уважайте несогласие. Конечно, всем нам льстит, когда с нами соглашаются, но узнать можно намного больше, когда наоборот с тобой не согласны. Не реагируйте на несогласие враждебностью или сопротивлением. Напротив, нужно искать почву для диалога, который поможет прийти к некой более восприимчивой позиции, чем та позиция, которой придерживается каждая из сторон. Научитесь воспринимать свои идеи как часть непрекращающегося диалога. И не надо всегда заранее решать, что ты самый умный из присутствующих. 18. Enter debates willing to change your mind. As Edward de Bono reminds us, it's bad faith to enter any debate determined to change someone else's mind unless you're willing to risk the possibility that you might end up changing your own mind instead. I once asked a friend of mine who's deeply
who's a deeply dedicated proponent of gun control, what she would say if she found herself in a conversation with a member of the National Rifle Association. She replied that she could never have a conversation with people like that. They never change their minds. I felt obliged to point out to her that on the evidence of that last remark, it would be only fair for the NRA crowd to make the same assumption about her. If you expect other people to take your opinion seriously enough to pose a challenge to their own, you must extend the same courtesy to them. If you don't, you're not really arguing, but simply making speeches. And very few minds are changed by speeches. Совет 18. Вступайте в дискуссию, будучи готовым поменять свое мнение. Как нам напоминает Эдвард де Боно, вступайте в дискуссию, не будучи готовым пересмотреть свое мнение, недобросовестно и нечестно. Однажды я спросил своего друга, который выступает за ужесточение контроля за ношением оружия в Америке, я спросил свою подругу, я спросил ее, что бы она сказала человеку, состоящему в НРА, это Национальная оружейная ассоциация. И она ответила мне, что она вообще не стала бы с этими людьми даже разговаривать. И потому, что их ни в чем не переубедить, и они никогда от своих мнений не откажутся. Я почувствовал своим долгом указать ей на то, что вполне справедливо, если люди, состоящие в этой организации, в Национальной оружейной ассоциации, думают о ней то же самое. И если вы надеетесь, что люди воспримут ваше мнение достаточно серьезно, чтобы изменить свое или допустить такую возможность, то стоит ответить им тем же. Если вы этого не делаете, то вы не высказываетесь, вы не делаете аргументированных утверждений, а вы просто произносите речь, а мало кого речью можно убедить. 19. Embrace complexity. This is the single drumline I emphasize most strongly at the beginning of every class I teach. My students know that life is short and there's much to do, and oftentimes their instinctive response is to take shortcuts by reducing the questions they're considering to the simplest possible terms and then providing the answer that requires the least amount of exploratory thought. Much as I sympathize with my students, I find myself constantly urging them that you don't get much of an education from consistently seeking out shortcuts that require you to do as little new thinking as possible. Along the same lines, I'd urge you to accept the fact that just as not all problems can be reduced to yes or no questions, not all problems can be solved. Совет 19. Смиритесь со сложностью. Это та банальная вещь, которую я чаще всего повторяю в начале каждого курса, который я читаю. Вне зависимости от того, насколько разная у меня бывает аудитория. Мои студенты прекрасно знают, что жизнь коротка, а дел очень много. И что часто, например, когда они пишут эссе или готовятся сдавать экзамен, их инстинктивный ответ, инстинктивная реакция – это всегда срезать, найти путь покороче, свести те вопросы, над которыми они размышляют, к самым простым вопросам и затем найти ответ, который требует намного меньше, как можно меньше размышлений. Я, конечно, сочувствую своим студентам, но при этом постоянно напоминаю и говорю им о том, что трудно получить образование и чему-то научиться, если ты постоянно ищешь, где бы срезать, и стараешься свести к минимуму ту работу размышления, о которой я говорю. И точно так же я призываю вас принять и смириться с тем фактом, что точно так же, как не все проблемы можно, и не все вопросы можно свести к ответам «да» или «нет», точно так же не все проблемы могут быть решены вообще. 20. Cultivate humility, especially since no one human being can be in possession of more than an infinitesimal fraction of the world's information, knowledge, or wisdom. Early on in their acquaintance, Sherlock Holmes told Dr. Watson, who just realized that Holmes didn't know anything about the movements of the planets in the solar system, "What the deuce is it to me? You say that we go around the sun. If we went around the moon, it would not make a penny worth of difference to me or my work." Совет 20. Развивайте в себе скромность. Как говорят Сломан и Фернбах, ни один человек не может обладать информацией, которая не была бы всего лишь ничтожной частицей всей той информации, которая в мире есть.
информации, знаний или мудрости. Вот когда Шерлок Холмс знакомится с доктором Ватсоном и вдруг понимает, что Ватсон понимает, что Холмс ничего не знает о движении небесных тел в Солнечной системе, ему Шерлок Холмс отвечает: какая мне разница? Вот вы утверждаете, что Земля вращается вокруг Солнца, но если было бы наоборот, если бы Земля вращалась даже вокруг Луны, это никак не меняет мою работу, мою жизнь и никак мне не пригодится. When Watson expresses shock at his new companion's ignorance, Holmes defends it. I consider that a man's brain originally is like a little empty attic, and you have to stock it with such furniture as you choose. It is a mistake to think that little room has elastic walls and can distend to any extent. Depend upon it, there comes a time when for every addition of knowledge, you forget something that you knew before. It is of the highest importance, therefore, not to have useless facts elbowing out the useful ones. Ватсон в недоумении, узнав, насколько невежественен его знакомый, и на это он выражает свое недоумение, Холмс ему отвечает и говорит: я считаю человеческий мозг чем-то вроде маленького пустого чердака, и его можно заставить той мебелью, которую ты сам выберешь. Ошибочно было бы предполагать, что у этого маленького помещения подвижные стены, которые можно раздвигать сколько угодно. И, следовательно, в какой-то момент наступает момент, когда каждое добавляемое знание заставляет тебя забыть что-то из того, что ты знал раньше. И поэтому для меня оказывается чрезвычайно важным сделать так, чтобы бесполезные факты не вытесняли полезные. Having now reached an age myself, at which I'm convinced that every new fact I commit to memory pushes out some earlier fact that may be far more important, and looking forward to a future in which this process can only accelerate, I agree with Sloman and Fernbach that managing your ignorance is a much more important skill than acquiring new knowledge. Even people in a position to access more knowledge than they already possess, that is, everyone with access to a personal computer, a smartphone, or a mother, are often highly questionable judges of the online information they access. Сейчас я сам уже достиг того возраста, когда я убежден, что каждый запоминаемый мною факт вытесняет из моей памяти что-то другое, что может быть куда более важным. И я смотрю в будущее, понимая, что в перспективе этот процесс может только ускоряться. И поэтому я соглашусь со Сломаном и Фернбахом, которые говорят, что управление или контроль собственным невежеством куда более важный навык, чем освоение новых знаний. Потому что даже те, кто имеет незатрудненный доступ к новой информации, на самом деле это каждый человек, у которого есть компьютер или смартфон, эти люди чаще всего оказываются весьма сомнительными судьями той информации, которую они находят в сети. Perhaps the deepest wisdom is that of Socrates, who boasted that his ignorance made him wiser than his interlocutors, because unlike them, who were convinced that they knew more than they did, at least he knew that he didn't know anything. In the face of that kind of stark, staring, global ignorance, humility is the only reasonable reaction. And it's an especially welcome reaction because it makes you appreciate all the more deeply the ignorance of the people around you. Пожалуй, самую глубокую мудрость высказал Сократ, который гордился своим невежеством и считал, что благодаря своему невежеству он умнее своих собеседников, потому что в отличие от них он хотя бы знает то, что он ничего не знает. И перед лицом этого очевидного, неприкрытого, смотрящего на нас в полные глаза невежества, мне кажется, что единственная разумная реакция, единственный разумный ответ – это скромность и смирение. И это тем более хорошая реакция именно потому, что она учит нас выше ценить и глубже понимать невежество тех людей, которые нас окружают. Thank you. You have sat still for longer than Socrates died.
Спасибо большое, Томас. У нас есть 10-15 минут на вопросы. У кого есть вопрос, к вам придут с микрофоном. Окей, я тогда могу начать, пока вы думаете, а потом вы. У меня есть два вопроса. Первый вопрос касается, наверное, адресую Томасу как исследователю. И он касается вот этого понятия цифрового мышления. Если мы будем глобально его мыслить, насколько этот феномен специфичен скорее для западной культуры, и как это работает в незападных культурах, если мы будем смотреть на это антропологически. И несколько примеров, которые, наверное, понравятся Томасу, но вам будет сложно их перевести. Это ответ на вопрос, который, я думаю, все узнают здесь. Родной язык, который существует в российской системе координат. Ответ на вопрос «да или нет?» «да нет». Который как бы и вроде нет, а вроде и непонятно что. Или тот простой вопрос, который нам задают на выборах, когда мы не тик какую-то галочку, какую-то клеточку галочкой, что очень просто, а вместо этого мы рисуем Пикачу и пишем «я выбираю Пикачу» или рисуем что-то еще. Ну и здесь можно много провести из советской, постсоветской культуры. Я думаю, вам лучше перевести, потом я задам второй вопрос. It is hard for me to generalize about how extensive the habit of speaking or thinking digitally is. For one thing, I'm locked in my own culture, and although it is kind of you to have me out here to experience your culture, as you see, I'm experiencing it at a distance. I will leave it to you, I think, Margaret, to decide instead of me whether saying yes and no absolves you of digital thinking, whether it gets you around that. However, if you decided after you left tonight, other people think digitally, but I never do, I would not argue with you. Instead, I would just say, thumbs up. Мне трудно обобщать, насколько привычка думать и говорить цифрово характерна Западу или распространена за его пределами, потому что я являюсь заложником собственной культуры, и хоть вы достаточно добры, что пригласили меня сюда, как вы можете видеть, вашу культуру я сейчас воспринимаю с некоторого расстояния. И как вторая, то, что отвечая на ваш вопрос, я скажу, что, наверное, решайте сами, Маргарита. Тот факт, что можно сказать «да», «нет», избавляет ли нас это от проблемы цифрового мышления. И если, выйдя отсюда, вы себе скажете, что вот другие думают и мыслят цифрово, а я нет, я бы не стал с вами спорить, только сказал бы «хорошо». Окей, мой второй вопрос очень короткий, и он апеллирует к вашей роли как тренера и гуру сегодня и прекрасным советам, которые вы нам дали. Если мы думаем об такой экономике этого мышления, несмотря на то, что я глубокая сторонница критического мышления, то, чему я учу своих студентов, и то, чему учили меня, мы не можем не замечать, что это прибавляет вот этому процессу времени. И даже если мы будем работать над тем, как мы мыслим, гораздо сильнее и больше, чем все остальные, мы будем думать над меньшим количеством вопросов.
так или иначе. Что делать в этой ситуации? Как их выбирать? Two things. First, we're already thinking about a relatively small array of problems. We may think that we're thinking about a lot of them, but mostly, for instance, when I read news reports, I'm just letting the problems that other people have thought about come up to me. I'm not thinking about them myself. I'm thinking, oh yeah, right, that's interesting. As for instance, when a hurricane comes near me, I think about it, but my thinking isn't critical. It's just, getting near, I hope it goes another way, That's one thing. The other thing is this. Thinking is hard. That's why good thinking gets rewarded. Я отвечу двумя замечаниями. Первое. Мы и так уже думаем о весьма ограниченном перечне проблем. Нам может казаться, что мы думаем о многом, но это на самом деле не так. Когда я читаю новости в газете, они просто передо мной всплывают те вопросы и проблемы, о которых подумал кто-то другой. И я думаю, ну да, и там, не знаю, приближается ураган, обошел, шел в другую сторону, А вторая мысль состоит в том, что думать очень трудно, и поэтому хорошее, качественное мышление всегда вознаграждается. Would you mind, Jacob, if I added something to Margaret's earlier question? I do not mean to suggest to you, I know how you're thinking and you should cut it out. Instead, I would be pleased if you would think that I was saying, do you think maybe sometimes you think this way? And if you do sometimes think this way, what would you like to do about it? Я хочу добавить немного к предыдущему ответу на вопрос Маргариты. Не думайте, что я считаю, будто я знаю, как вы думаете и как вы мыслите, и говорю вам, вот не надо так больше думать и так мыслить. Напротив, мне бы было приятно, если бы вы восприняли то, что я говорил, как вот задумайтесь о том, думаете ли вы когда-нибудь так. Если ваш ответ «да», то задумайтесь о том, что бы вы хотели по этому поводу предпринять. У нас есть вопрос. Скажите, получается у вас пользоваться теми принципами, которые вы описали, когда вы оцениваете работы своих учеников, студентов, которые явно предмет не знают? Luckily, total incompetence is easy to evaluate. So that's not a big problem. К счастью, когда кто-то ничего не понимает в предмете или его совсем не знает, тут оценивать очень легко. For instance, in the US, our grading system runs from 0 to 100. But if you get below 60, it doesn't really matter what number you get. 59 is just as bad as 0. All of the discriminations are toward the upper end of the scale, not toward the lower end. В США система оценок от 0 баллов до 100. И все, что ниже 60, это уже очень плохо. И 60 и 59 это одинаково плохо. Разницу играет только то, что выше 60. As a friend once said to me, an expert in educational testing, you get the same score on a multiple choice test if you get all the answers wrong or if you spend the entire test period putting the pencil up your nose. Мой друг, который эксперт в области оценок и проведения экзаменов, скажем, сказал мне, что на самом деле нет никакой разницы относительно результатов теста, допустим, если ты ответишь на все вопросы неправильно, или все время тебе отпущенное будешь сидеть и ковыряться в носу.
So I hope that you and I agree that the real problem in assessing students does not involve complete incompetence, but involves distinctions that are much closer to the higher end of the scale. And yes, I do believe that principles like the ones that I've enunciated this evening are very helpful in that regard. Я думаю, мы с вами согласимся в том, что реальная сложность в оценке знаний учащихся, она как раз сосредоточена ближе к верхнему пределу этой шкалы. И в этом случае я скажу вам, что да, те принципы, которые я сегодня озвучил, оказываются весьма полезными. Okay, if you don't mind, I'd like to talk in English. No, I don't mind. Just this once. What? No, please. Yeah, okay. First of all, I'd like to say thank you for the lecture. It was really great. And I want to say, you performed us some points, some recommendations. And my question is how these recommendations would change our life if we start following them. Если вам не трудно повторить это для нашей русскоязычной аудитории, Да, конечно. То есть нам показали несколько очень интересных принципов, и мой вопрос заключается в том, насколько наша жизнь изменится, если мы начнем действительно следовать этим принципам. Спасибо. Thank you. So let me answer in English, at least at the beginning. Fortunately, I am only a professor pretending to be a motivational speaker. I think it's a lot to ask of an academic speaker to change your life in one evening. Nonetheless, that is exactly what I would like to do. You have identified my ambition precisely. And here's what I would like you to do. I would like you, in one sentence, to shift from making assertions to asking questions as a way of abiding in knowledge. Will that change your life? Let me know. I'll be very interested to hear. Yeah. It has, however, changed my own. Okay, we have time for two last questions. Oh, sorry. Итак, я отвечу на ваш вопрос. Все-таки я профессор, который притворяется тренером или коучем. И трудно было бы просить от меня полностью изменить всю мою жизнь за один вечер. Но на самом деле вы точно угадали. Именно это я и хочу сделать, именно такова моя амбиция. Говоря одним словом, я всем одним предложением предлагаю перейти от утверждений к задаванию вопросов. И цель тому состоит в том, чтобы обогащаться и получать больше знаний. Изменит ли это вашу жизнь? Не знаю. Расскажите мне потом. Вот мою жизнь, по крайней мере, это изменило. Да, 3 коротких вопроса. Окей? Так, мы начнем с вас. Да, здравствуйте. Много вопросов, но я больше к тему неопределенности. То есть, первое, о чем я подумал, что мир и так полон неопределенности, и из этого вопрос может быть непростой, как вы сами расширяете зону неопределенности и как для вас здесь тема ответственности. This is a wonderful question. The world is full of uncertainty, and I think as teachers and students, it's our responsibility to find ways of managing uncertainty. I think when we're children, we are taught that the best way to manage uncertainty is knowledge, to develop certainties. Later on, when we're adolescents, increasingly we tend to reject the verities that we were taught as children. So instead of being certain about the way the world works, we now become certain that what we knew was wrong. This, it seems to me, is another valuable phase that we go through, but it's not a good phase to stay in. I think a better phase to stay in if you're an adult is to know which things it's reasonable to be certain about, which things it's not reasonable to be certain about, and when is a good time to change your mind. Вы правы, это хороший вопрос, вы правы, мир полон неопределенности, и нас, когда мы как
преподаватели, как студентов учат этой неопределенности управлять и ее контролировать. Когда мы маленькие, в детстве нам обычно прививают мысль о том, что лучший способ это делать – это приобретать знания. И чтобы определенности в мире становилось больше. Когда мы становимся подростками, мы начинаем постепенно отвергать все эти прописные истины, которые нам внушались в детстве. И от определенности или от уверенности мы переходим к уверенности, что то, что мы раньше знали, это не так и это неправда. И это весьма ценная стадия, но не лучшая стадия для того, чтобы на ней остановиться. На мой взгляд, нам, как взрослым людям, разумнее всего и лучше всего понимать, в чем стоит быть уверенным и определенным, в чем это резонно, а в чем, наоборот, нерезонно. И что самое главное, понимать, когда следует и когда можно менять свою точку зрения. I should add that although I agree with you that the world is a very uncertain place, in my own country, today, the single greatest threat to public discourse is people being too certain about their beliefs. Я с вами согласен, мир действительно полон неопределенности, но сейчас в моей стране на сегодняшний день вторая по значимости угроза всем публичным дискуссиям и общественному дискурсу как таковому состоит в том, что люди слишком убеждены в своей правоте и слишком убеждены в своих убеждениях. And if this is the problem in Russia, that's great. Если в России такой проблемы нет, это замечательно. Вы перечислили 20 советов, поэтому такой короткий вопрос. Как вы считаете, какой из них, и если можно, почему, будет наиболее полезен молодым людям в России в наши дни? Спасибо. It would be very presumptuous of me to tell you, people that I'm meeting for the first time in a country that I'm visiting for the first time, which is most appropriate to you. This, it seems to me, is the genius of the question form. Could I please ask you, in humility, not to identify one of them for me right now, but to go home and think about them and decide for yourself which one you think is most important. I'm not getting a commission here. I don't get paid more if you pick my most important one. I think it's more important for you to decide which is the most important. And that's my only excuse for giving you 20 different bromides with a great deal of overlap. Some of them will speak to you, some of them won't. But if there's any takeaway here, I think it has to do with asking yourself, what do I want to believe? Why do I want to believe it? And when I change my mind, why? С моей стороны было бы очень самонадеянно вам, людям, которых я вижу впервые в стране, где впервые говорить, какой из этих советов для вас самый уместный и самый подходящий. В том и гениальность вопросов, что вопросы, которые вы можете, не здесь даже, а вы можете задать их уже себе дома, потом, и там уже решить сами для себя, что для вас всего самое важное. Я не получу за это никакую комиссию, и мне не будет отчислений за то, что вы выбрали для себя какой-то одну из тех, в общем-то, банальностей, которые я предложил, которые в эти 20 советов, они еще во многом друг с другом пересекаются. Но мне кажется, что самое главное и самое полезное, что вы можете из этого воспринять, это ценность вопросов как таковых, которые позволят вам решить самостоятельно. I hope you won't feel intimidated if I add that my fondest hope for all of you is that you learn to do this better than me. Я хочу еще добавить, что моя самая большая надежда относительно всех вас, что вы научитесь делать это лучше, чем я.